Приветствую вас, друзья, на своем канале. Это моя орхидея, которую я перевела в открытое содержание. Я вам показывала видео, ссылочка на него будет под этим видео. Это орхидея, которая начала вести себя как-то странно. Любая посадка, ребята, ей не нравилась. Ни кора, ни керамзит. И вот я решилась. Кстати, мох ей тоже не подошел. Я решила, по примеру многих орхолюбителей, посадить ее в открытую систему. Но я не достала все из посадки. Немножко осталось кокосового волокна. Ребята, вот первые результаты спустя месяц. Появился рост корней. Кстати, было на предыдущем видео 2 цветоноса. Один цветонос я обрезала, потому что цветы увяли. У нее тургор был потерян. И сейчас эти листочки имеют вот такой вид. Я немножечко палочками их поддерживала. Ну, я думаю, тургор уже этих листьев не вернуть. Я уверена, что орхидея заберет питание с этих листочков. Ну, пока я их не убираю. Мне очень радостно, что у нас появился корневой рост. Как я ее, ребята, поливаю? Я кипяченой теплой водичкой заливаю полностью емкость. В данном случае у меня в качестве емкости, как вы видите, литровая банка. Емкость оставляю наполненной до верха где-то минут на 20-30. Корни орхидеи смачиваются, и орхидея наполняется живительной влагой. Можно добавить удобрения и таким образом дать питание орхидеи. Вот так это все выглядит. Керамзит, который не опал, так сказать, ну как бы не отделился от корней, я тоже оставила. В общем, все, что корни на себя прилепили, так скажем, к себе, я ничего не отдирала. Очень хорошо для первого времени, чтобы было немножко мха для перевода в открытую систему и, возможно, немножко кокосового волокна. На дне, после того, как я поливаю, сливаю воду, остается немножко воды. Вода эта за сутки испаряется. Вот я ровно сутки назад ее поливала. Было немножко воды на дне, но уже нет этой воды. И вот смотрю, еще один активный корень, ребят. Я неслыханно рада этим процессом. Шейка еще не дает никаких признаков появления новых корней. Здесь картина плачевная, видите? Но я надеюсь, будем наблюдать, что появится новый рост корней. И в скором времени, после адаптации, она себя покажет. И, кстати, ребят, я заметила, если вы видите вот так на видео, лист тоже начал движение. Это следы от толстянки. Я прокапывала ее толстянкой. Ну, уже месяца 3-4 назад, но никакого особого результата именно на этой орхидее я не увидела от сока толстянки. И вот видите, вот эти вот новые ткани говорят о том, что идет процесс вегетации, листик растет. Держит она при таком поливе цветы. Один бутон раскрылся у нее. Ну, в общем-то, мы живы, и это радует. Да? Вот этот факт, что корни пустились в рост, меня очень порадовал. Возлагаю надежды на открытую систему. Неудобства, замеченные мною при содержании орхидеи таким образом. Это более частый полив. Но, по моему мнению, сначала первые недели орхидею нужно
замачивать, ну хотя бы через день, ребят. Иначе корни, привыкшие к влажному содержанию, они сразу превратятся в сухие, такие, знаете, трубочки высохшие. И возможно, что при следующем поливе они не восстановятся. Поэтому вот этот первый период, первые неделя-две, надо поливать, заливать, замачивать хотя бы раз, ну, через день, раз в 2 дня. Можно пробрызгивать, но мне неудобно. Если у вас какая-то емкость, не банка, как в моем случае, если у нас все пойдет хорошо, мы купим красивую вазочку. Вот здесь очень неудобно с пульверизатором добраться до корней. Поэтому я заливаю. Вот, кстати, часть корней, которая была уже не очень в хорошем состоянии, видите, превратилась, вот такой вид имеет. Погибший веломен. Посмотрите, видите? А так, в принципе, все меня устраивает. Результат отличный. Ребята, ну вот прошло пару дней. Я опять залила полностью баночку. Очень быстро пересыхает в открытой системе корневая. Ну вот немножко меня это напрягает, потому что приходится очень часто замачивать. Но не знаю, кому просто это делать, учитывая то, что она у меня одна с открытой корневой. Ну, как-то охватить еще одну орхидею таким уходом можно. Но если было их больше, и какая-то, может, позже будет просыхать, какая-то раньше. Вот пока корни, мне кажется, не дорастут до низа. Вот видите, я вам говорила, раскукленные корешки. С каждым днем они подрастают все больше и больше, но когда, может, до низа дорастут, и там можно немножко водички оставлять, тогда, может, будет легче. Но пока вот так, каждые там 2-3 дня надо замачивать. Ребят, не знаю, хватит ли у меня терпения на подобное. Ну, очень результат интересен на выходе. Поэтому вот я ей больше всего внимания уделяю. С остальными проще. Полил, добавил водички и все. А здесь надо, конечно, поплясать. Вокруг открытой системы надо поплясать. Вот листики начинают уже, видите, полностью. Она забирает питание. Вот сегодня полив просто кипяченой водой тепленькой, без добавления удобрения. Предыдущий был полив с удобрением, там пару капелек. Девочки, вы там меня спрашиваете, что да как, но вот показываю вам результат, что у меня происходит. Надеюсь на положительный результат. Повторюсь, но надеюсь на положительный результат. Посмотрим, как она будет себя чувствовать. Ну, корни растит, листик растит. Это уже хорошо, друзья мои. Всех обнимаю. Всем до встречи на нашем канале. Пока-пока.